Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире телеканала «Россия. Культура» второй выпуск нового сезона проекта «Большой балет». С вами блистательная прима-балерина Большого театра, звезда театра Ла Скала, народная артистка России Светлана Захарова. И знаменитый оперный певец, обладатель титула «Лучший бас мира» Ильдар Абдразаков. В первой программе мы познакомились с конкурсантами. Участники представили свои визитные карточки. Сегодня их ждет новое испытание. И здесь нельзя не вспомнить кредо Джорджа Баланчина: видеть музыку, слышать танец. Тема нашей сегодняшней программы – классика и неоклассика. Наши пары определились с репертуаром и готовы продемонстрировать свое мастерство. Каждый участник проекта настроен на победу. Вот только быть этой победе или не быть решает жюри. С большим удовольствием представляю вам основатель и арт-директор Международного фестиваля современной хореографии «Контекст», прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. Хореограф, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международных конкурсов Алексей Мирошниченко. Критики называют этого артиста танцовщиком века. Фарух Рузиматов. Руководитель балетной труппы Новосибирского оперного театра Денис Матвиенко. Мы желаем удачи нашему жюри и напоминаем, что выступление каждого конкурсанта в паре будет оцениваться отдельно по 10-бальной шкале. В финале проекта судьи назовут лучшего танцовщика, лучшую балерину и лучший дуэт. Победителей нового сезона проекта «Большой балет» ожидает главный приз. Его преподнесет французская мануфактура «Дом». С ней работали Эмиль Галле, Сальвадор Дали, Филипп Старк и многие другие художники, создававшие уникальные авторские предметы декора. А нашим победителям достанется хрустальный пуант. Скульптура нежно-розового оттенка, выполненная в старинной технике «пат де вер», что в переводе значит «тесто из стекла». Открывать конкурс всегда волнительно и ответственно. Сегодня эта честь и это испытание выпало паре из Башкирского театра оперы и балета Алисе Алексеевой и Айрату Масигутову. Постановку Юрия Григоровича «Легенда о любви» называют драмой в изысканном рисунке. Этой хореографии почти 60 лет. И сложно представить, сколько поколений танцовщиков исполняли партии царицы Махмане Бану и двух влюбленных Ширин и Ферхада. Встречайте, Алиса Алексеева и Айрат Масигутов. Это была вообще первая наша совместная работа. То есть мы до этого вообще не стояли. И тут вместе, и тут вдруг мы решили... то есть мы взяли сразу такое трудное. Спектакль очень эмоциональный, очень наполненный. И без какого-то внутреннего наполнения бесполезно выходить и удивлять спортом каким-то, да? Прежде всего, это, конечно, даже страсти, но и в то же время нежности. Любовь между Ферхадом и Ширин. Айрату было трудно, конечно, сначала постичь вот этот стиль. Там все-таки в этом спектакле очень сложный стиль, восточный, да? Вот какие-то особенные руки, вот эти вот. У Ширин это, конечно, все-таки третий пальчик. И вот нужно, чтобы не были слабыми пальцы, а вот найти вот эту грань. Делая поддержки, нужно и выражать эмоции какие-то. И вот это, конечно, было самое трудное. Думаю, очень эффектная поддержка. Это когда я ее разворачиваю, она садится мне на грудь в позе. То есть как бы такое своеобразное фуэте в воздухе. Вообще им это идет все равно. Вот видно, со временем это будет здорово вообще.
Алиса, Айрат, спасибо вам большое за ваше яркое выступление. Спасибо. Выступать первыми – это непросто, но вы сегодня были прекрасны. Спасибо. Начинать первыми всегда сложно. А я еще хочу ребят поздравить с премьерой. Спасибо. Алиса, вы как-то сказали, что у вас есть две мечты – поработать с Юрием Николаевичем Григоровичем и станцевать партию в балете «А легенда любви» «Ширин». Сегодня мечта наполовину исполнилась. Вам очень подходит партия «Ширин». Я вам желаю, чтобы вы когда-нибудь ее действительно станцевали. А мне посчастливилось работать с Юрием Николаевичем. Он приходил на мои репетиции, и что самое главное, он требовал от меня. В этом балете очень важна специальная позиция рук, стилизованные руки, абсолютно не похожие на какой-то другой балет. Обращайте на это внимание в будущем. Я уверена, что вы на гала-концертах сможете всегда танцевать этот замечательный, любовный, страстный дуэт. Ребят, скажите, а вы как сами оцениваете ваше выступление? Ну, мне кажется, мы немного переволновались, потому что, конечно, на репетиции было немножечко поспокойнее. Алиса, мне показалось, что переволновался Айрат. Мне показалось, что вот он немножечко потерялся, но вообще вам очень идет этот костюм, этот образ, поэтому будьте смелее, получайте наслаждение от танца. Спасибо вам огромное. Ну а сейчас мы бы хотели обратиться к нашему многоуважаемому жюри. Диана, сегодня ты первая. Это один из моих любимейших балетов. Это совершенно гениально поставлено. Я, конечно, рада за вас, что вам посчастливилось станцевать здесь премьеру. Но, с другой стороны, огорчена, что, конечно, этот спектакль хочется готовить в полной мере. Это высокоэротичное адажио, как и весь балет. И это надо чувствовать, да, то есть вот эти вот стилистика этих поз, она обязательно должна приходить именно через спину, через ощущения. Немножко мелковато у вас, конечно, есть определенная суета, есть не совсем правильное ощущение образности музыкальное, как мне показалось у Алисы. Обязательно смотрите выдающихся великих танцовщиков и балерин в этих партиях, потому что записи есть живые люди, есть Юрий Николаевич, к которому всегда можно обратиться. Есть Большой театр наш любимый, поэтому ищите эти возможности, чтобы действительно от первых исполнителей получать совершенно невероятные знания. Диана, спасибо вам огромнейшее.
Денис, Мне, к сожалению, не посчастливилось танцевать этот балет. Но я знаком очень хорошо и очень близко с хореографией Юрия Николаевича. И я танцевал и «Спартак», и танцевал «Золотой век». У Григоровича, у него не может быть пустых поз. То есть весь танец – это рассказ, это как книга. Зачастую ваши позы – это просто были формальности. Потому что мы хотим читать, мы хотим понимать, что вы сейчас показываете. Любовь это, либо еще что-то. Давайте без формальности, да? Вы действительно очень подходите на эти роли, но было много формального. А вообще я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо, Денис. Фарух, пожалуйста, ваше мнение. Возможно, недостаточно репетиционного момента было. Это даже очень непростое, как и все в хореографии великого Григоровича. Больше репетиций, больше взаимоотношений. А внешне очень подходит. Это ваш спектакль в будущем, я так вижу. Спасибо. Спасибо, Алексей. У Алисы очень такие выразительные певучие ноги, линии, вы прямо можете ими спеть. Хочется, чтобы вы лучше проработали ракурсы. Много таких моментов, где руки, вот вы пронос делаете, рука у вас отъезжает в сторону, она из-за этого укорачивается. У вас много вот таких диагональных позиций. Или вы делаете ранверсе, когда Алиса у вас в поддержке, вы делаете ранверсе вот туда по диагонали, вы не доворачиваетесь до круазе, из-за этого просто эта поза не просматривается. И много таких моментов, но это очень легко поправить, потому что вы это можете прекрасно станцевать. Еще была некая монотонность эмоциональная, у вас как-то все в одном ключе было. Ведь тут есть не только, как сказала Диана, и потрясающий красотопоз, и любовная лирика, эротика. Здесь еще есть такая, понимаете, очень тоскливое желание прорваться куда-то на свободу, выбраться. Это высокое искусство. Но мы для этого и собрались здесь, для того, чтобы помочь, направить. Со стороны же всегда виднее. я уверен, что наши ребята скоро это все прочувствуют. Итак, баллы для Алисы Алексеевой. Фарух, вам слово. С натяжкой 8. Алексей. Без натяжки 8. Диана. В первой паре всегда трудно почему-то выставлять оценки. 8. Денис. Я думаю, что я все-таки поставлю 7. А теперь оценка выступления Айрата Масигутова. Денис. Тоже 7. Спасибо. Алексей. 8. Диана. 8. Фарух. 7. Спасибо. Итоговый балл Алисы Алексеевой. 31 балл. У Айрата Масигутова 30 баллов. Спасибо. Спасибо вам огромное. Увидимся Спасибо. в следующем туре. Спасибо, ребята. До встречи. Нет, я сейчас вот честно конкурс. искренне поставлю. Это конкурс. Да, но у них перспектива есть. Знаешь, здесь. Наумыч хвалил раз в месяц. И это было так круто. А все остальное время... Молодцы. Поздравляю. Все сегодня получше, да? Умницы мои. Ладно. Конечно, я там. Переволновался, да, немножко, да. Но ты за это и волновался больше всего, да? Ну ладно, мы вас поздравляем. Это для вас первый раз. Все сказали совершенно верно, вы это знаете. Так что вам удачи. Мы вас любим. Молодцы. Ну, я думаю, то, что мы выступали самые первые, волнение присутствовало. И, конечно, хотелось бы чуть лучше исполнить поддержки, не подвести Алису. Да нет, все нормально. На самом деле было волнительно, потому что мы очень ждали, во-первых, эту премьеру, скажем так, потому что мы Очень желанный балет наш. Да, очень хотим станцевать его у нас в театре, конечно, и поэтому все замечания, которые делали нам высокоуважаемые жюри, это очень ценно для нас, и мы будем стремиться к тому, чтобы соответствовать этим партиям. Картина «Тени» из балета «Баядерка». Любима многими танцовщицами и танцовщиками. С технической точки зрения в ней есть так называемые выгодные элементы. Прекрасные арабески, жете, экарте,
Отличная возможность продемонстрировать свое мастерство. Ну что ж, предлагаю не откладывать. Танец Ники и Салора из балета «Баядерка» исполняют солисты Мариинского театра Мария Хорева и Владимир Шкляров. Мариинский театр – это такая мекка классики. Это в первую очередь прекраснейшие руки, координация. Без этого эти балеты лучше даже не браться танцевать. Здесь не хочется думать про технические моменты, не хочется думать о том, как постоять на какой-то ноге. Сложно объяснить, да, молодежи, которые не испытали какой-то еще там любви, может быть, какого-то вот разочарования в любви. Как больно и как что такое отчаяние, когда тебя там, например, бросили. Мне, например, очень нравится такой некий трюк, когда я Машу закидываю себе на плечо, я ее подхватываю, когда, да, ты стоишь на одной ножке, начинаешь делать упор-добра назад, мы делаем такую качалочку, качельки, и потом мы не можем раскрывать никаких секретов, и мы вам все покажем.
Мария, Владимир, это было очень чистое исполнение. И ваши поддержки, и блестящий был арабеск, баланс поймали. Когда со Светланой стояли за кулисами и спросил, ну, скажи мне, к чему-то можно придраться? Она говорит, технически было все прекрасно. Чисто, да. Чисто. Светлана, спасибо большое. Хочу сказать, что когда учила эту партию, конечно, смотрела и засматривалась на ваше исполнение. Так что для меня слышать от вас такие слова просто спасибо. Я напомню зрителям, что когда партнер Никита Корнеев, к сожалению, получил травму, Владимир заменил его и буквально за считанные дни подготовил все номера и все партии с Марией. Спасибо большое, Володя. Володя, Спасибо. ты танцуешь 10 лет, да, Салора уже? Я не Значит, люблю считать. посчитали. Мне кажется, что нужно всегда выходить на сцену как первый раз. Но вообще я хотел сказать про то, что когда-то выручали меня и помогали мне. И, наверное, сегодня пришел тот момент, когда нужно было и мне тоже помочь. И я с большим удовольствием откликнулся на просьбу Маши. Вы настоящий коллега, настоящий друг и партнер. Спасибо вам огромное. А сейчас мы перейдем к нашему уважаемому жюри. Алексей. Очень красивое исполнение. Мария, ну последите, пожалуйста, за стопами. Вот вы прямо вот только вышли на сцену, и надо чуть-чуть повыворотнее бежать, воздушно, потому что тогда увеличивается стопа, и нет той воздушности, особенно это тени. Но это такие вещи, вы, безусловно, очень быстро должны исправить, но хотелось бы, чтобы уже сейчас их не было. Под ша по диагонали левой ногой все равно подгребаете, от этого это очень неопрятно, неаккуратно. Вы прекрасно это можете танцевать, это будет одна из лучших ваших партий, я в этом уверен. И спина, и руки, и положение, и ракурсы, и как распределиться. Вот. Но я вас поздравляю, безусловно, это хорошо. Спасибо. Спасибо. Фарух. Есть номера балетные, вырванные из контекста, которые очень сложно исполнять в концертном исполнении. Вот в частности, «Тени», его очень исполнять сложно. И именно без корде балета, который составляет, собственно говоря, основу третьего акта. Но мне показалось, что вы справились. Я был погружен вот в эту атмосферу третьего акта, атмосферу Дрима Салора. Конечно, сегодня доминировал, ну, в силу опыта и возраста, конечно, Владимир доминировал. Тут что тут скажешь, это понятно. Единственное, все-таки я бы тебе посоветовал, подыша, делать постепенно. Что касается Марии, да, пока опыта мало, это все мы понимаем, но то, что это твое, это безусловно. Поздравляю. Фарух Садулаевич, это ваш костюм, и для меня большая честь, что я сохранил его, потому что сейчас уже такие костюмы в театре не шьют и не делают. К сожалению. Наверное, во многом помог мне именно костюм сегодня, потому что вот на спине, на лицевой части написана ваша фамилия. Танцуй на здоровье. Те костюмы, которые для меня шила Татьяна Мерзлякова, они приносили мне всегда удачу. Извините, а можно вот мне вопрос от оперной труппы? У нас шьется 1, 2 или 3 костюма на разных людей, ну, разные размеры. У вас шьется один костюм под определенного танцовщика? Безусловно, да, конечно. Я могу сказать, что даже если костюм не всегда удобен, но там написана фамилия Рузиматов, то я беру не новый костюм сшитый, а... Плечи выпрямляются да. автоматически. Спасибо большое. Дианочка, вам слово. Я думаю, что не только костюм, но очень много смотрел Володя исполнение Фаруха. Это просматривается и видно. Но мне кажется, после 10 лет можно уже немножко отойти от редакции версии Фаруха Садулаевича. А вообще, ребят, конечно, вы взяли, что с первого передачи, что сейчас самые трудные балеты. Выше некуда, да, и артист настолько оголен в этой классике, что ты сразу понимаешь, тянет он классику, достоин он это танцевать. Но так как вы из Мариинского театра, и вы такие вершины берете, и не боитесь именно даже после пандемии прийти на эту площадку и сделать, я, конечно, снимаю перед вами свою корону. Спасибо. Спасибо. Вот, Хорошо сказала. Вальда. Технически сложные вещи, мне показалось, все удались. Меня волнует первая поза, поза Ники, которая ключевая на протяжении всего балета. Она недостаточно хорошо выстроена. Если ты смотрела Светлану, посмотри, как ее выстроено. У тебя достаточно хорошие линии, чтобы у тебя получилась своя такая же правильная
линия. Маш, а встань, пожалуйста, в эту позу, и пусть Диана поправит тебя, чтобы ты запомнила и больше ошибки свои не делала. Ты должна чувствовать вот эту линию, переходящую из руки в ногу и в спину. Это все Вот она должно правильно быть вот этой повернула единой руку. целой, да? И груди вот туда. Должна найти, чувствовать всю через спину и дорисовывать ее в ноге и в руке. Мгм. Спасибо большое. Мастер-класс от Дианы Вишневой. Спасибо. То есть это финал? Это вот должна быть рука. Вот богу, тут к палец главенствует очень. Ну, правильно. Первый палец. Поставь мне руку. У вас Ну, чуть как будто вы чуть-чуть, бокал Как? держите. Как? Так, бокал держу? Вот Ну, этот как палец. будто. Ну, это просто пальцы привыкли, да? И уже никак. Пожалуйста, Денис, мнение. Мне очень понравилось то, что я увидел сегодня. Это, во-первых, я увижу в тебе огромный потенциал. Понимаешь, как ты уже с этим справишься, это твое дело. И ты в будущем можешь оставить свою историю как балерина, понимаешь? Диана Викторовна сейчас провела мастер-класс, и он не останется незамеченным для нее. Я знаю, что эта девочка, она исправит все. И огромная молодец, но локти в третьей позиции нужно держать в сторону. Володенька, и почему ты не сказал историю про этот костюм дальше? Денис, ты хочешь сказать, что там и твоя фамилия? И там, я хочу сказать, что после Фаруха Рузиматова я танцевал в этом костюме, а потом уже Владимир Шкляров. А, просто вашу Как-то история умолчала. бирочку вашу Нет, я убрали. просто я так хотел Обрезали. сначала подождать, что вы скажете, Денис, и потом уже рассказать историю про костюм. На самом деле, ведь вы прекрасно знаете, что не всегда новые костюмы, они удобны. А дай-ка я одену костюм Фаруха Рузиматова. И чувствуешь, у тебя садыбаск повыше, пируэтов побольше. Легкость Ребят, появилась, да? Я Обкатанный вас такой, да? искренне поздравляю, Маш, искренне поздравляю. Спасибо большое. Денис, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо всем жюри. А теперь у нас настает ответственный момент. И оценки Марии Хоревой. Диана, вам слово. Но я все равно запасик Мария ставлю 9. Алексей, 9. Фарух, 9. Денис. Знаете, а вот я не буду запас оставлять, не буду. Нравится мне Маша, я ей поставлю 10. Молодец. Браво. Итак, общий балл солистки Мариинского театра Марии Хоревой 37 баллов. Мария, Владимир, спасибо за ваше выступление. Спасибо, ребята. Поздравляем. Спасибо, До поздравляем. встречи. Спасибо. Ну, поздравляю, молодцы, молодцы, молодцы. Мне все-таки показалось, что какая-то уже у вас вот такая связь появляется между вами. Ниточка, да, ниточка появляется. Мне местами было очень интересно смотреть. Очень довольна, но, Машенька, да, наши стопочки на подша, это за нами. Да, надо повыворотней, конечно, котик. Все, молодцы, я вас поздравляю, отдыхайте. Володя, спасибо тебе за великолепное партнерство. Ты так ее легко относил, поднимал, что... Наша Пушинка. Пушинка. Ну, видите, как вам повезло с друг другом. Трудно поверить, но в свое время балет «Талисман» на музыку Рикардо Дригу в хореографии Мариуса Петипа пользовался большей популярностью, чем легендарное «Лебединое озеро» Чайковского. Постановка конца XIX века исчезла с балетной сцены после 1930-х годов. В 2019 году Бурятский театр оперы и балета вновь представил публике балет «Талисман». Восстановлением полной версии спектакля занимался выпускник Московского хореографического училища Александр Мишутин. Он давно живет и работает в Японии и является художественным руководителем международной балетной школы в Токио. Наши следующие конкурсанты Харука Ямада и Эрдем Сандаков выбрали для второй программы ПДД Нуриддина и Дамаянти.
стой, стой, стой. Вот видно было, ты дым. Они с нуля идут, потому что они, в общем-то, в основном массовых сценах участвуют у нас. У них нету вот такого опыта ведущих танцовщиков. Думаю, самое сложное у меня вот в прыжках. Меня пируэт. Сложности в этом номере – это, конечно, положение рук, особенно кисти, пальцы рук. Ну да. Тяжело бывает Да, так. загибать просто. Иногда забиваю так. Для меня Дамаянт немножко нежный, но как королевская царица, да? Для меня он такой весь статный, такой. Прямо видно, что он король. Образ — это самая тяжелая вещь. Технику можно наработать. Ну, они люди очень спокойные, понимающие друг друга. Они понимают, что такое дуэт. Мне очень повезло, что у меня партнерша худенькая, легенькая. Это самый большой плюс, мне кажется, даже можно. Ну, смотрите, он такой хороший. Поэтому для меня тоже рада, что у него крепкий.
Харука Эрдем, я вас поздравляю с очередным выступлением. Честно говоря, когда увидела в программе ПДД
«Талисман» я ожидала совершенно другое увидеть. И вдруг услышала совершенно другую музыку, другие костюмы, другие образы. Расскажите немножко об этом балете. Это «Талисман», это который полный спектакль, как сказать. В 2019 году в Улан-Удэ поставлен был балет «Талисман». Не было его на сцене примерно век. У нас была такая крупная постановка. Мы с этим балетом ездили на «Золотую маску». Скажите, кого вы исполняете в этом спектакле? Меня зовут Нуридин, я Раджа. А меня зовут Дамаянти, это невеста Нуридина. Они были с детства помолвлены. Но по балету Нуридин отказывается от помолвки, потому что он влюбился в другую. Мне кажется, что вот в этом ПДД были исполнены просто огромное количество классических движений. Чего только, фуэте, может быть, не хватало здесь. Довольны ли вы вообще сегодня выступлением? Но я недоволен точно. Мог лучше сделать, но на мой взгляд. Переволновался, наверное. Но я тоже так немножко. Я уверен, что у ребят получится. Спасибо. А у вас есть талисман? У меня есть японская защита, которая, как это сказать, бок. Это какой-то глаз? Нет, какой бумажный. Так. Бумажный, да, гримерки. Бумажный, ага. Осталось. А у вас, Эрдем? У меня бурятская национальная повязка, зандя называется. Получается, веревка такая разноцветная, и на ней такой маленький медальончик с Буддой. Вы его всегда с собой носите? Да, я всегда ношу, только и на сейчас у вас с собой? Нет, на выступлении гримерке? только снимаю. Понятно. Спасибо большое. А сейчас обратимся к жюри. Фарух, помогли ли талисманы сегодня в выступлении ребят? Мне кажется, помогли. Красивые костюмы, необычное ПДД. Единственное, это с чисто хореографической точки зрения, в конце, когда вы делаете обводку, вот эти руки на обводке меня резанули. Это единственное, что было. И Эрдему я посоветовал быть все-таки, в хорошем смысле этого слова, посмелее. Очень много смотришь вниз. Хотя, в принципе, технический потенциал есть. Ты делаешь все. Спасибо. Спасибо, Фарух. Диана, пожалуйста, ваше мнение. Насыщенно невероятно технически. И да, такой вот все-таки чувствовался страх, неуверенность, а хочется легкости, вихря. И, конечно, не хватает. А то, что, может, я думала, по сюжету ты все время смотришь вниз, что ты обманул эту девушку и оженишься, влюбился в другую. Но нельзя, ни в коем случае. Такое ощущение, что ты с закрытыми глазами танцуешь. Это, знаю, что это очень трудно переучиться будет, но с этого надо начинать. Вот завтрашний день переучиться смотреть зрителю в лицо. То, что касается Харуки, приятное исполнение, больше амплитуды. На итальянском фуэте очень долго вижу затылок. Вы этот спектакль давно танцуете? Премьера у нас. Премьера. Понятно. Ну, мы в массовых танцуем в этом балете. А так первый раз. Ну, набирайте тогда. Добрый путь. Спасибо. Спасибо. Денис, пожалуйста. Нельзя смотреть вниз. Это сразу бросилось в глаза, и мы все время смотрели на то, как ты смотришь вниз. Это раз. Во-вторых, больше уверенности. Вот именно к тебе. Больше уверенности. Оканчивать все какие-то технические элементы. Именно заканчивать. Они неплохо были исполнены. Даже если что-то не вышло до конца вращения не так, как хотелось бы, да, не показывай вида, создавай иллюзию. Балет — это вообще иллюзия. Харука нужно технику делать чище. Ты справлялась с техникой, но она была на грани, это было видно вращения. Я хочу всегда видеть запас какой-то, что я знаю, что ты сделал 2 пируэта, а я смотрю и вижу, что ты можешь делать 3 или 4 запросто. А я сейчас видел уже предел. Нельзя, тебе нельзя, поэтому всегда чище все делать. А в целом, ребят, я вас поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Алексей, что вы скажете нам? Это очень здорово, что этот балет в полном виде поставлен. То, что все сказали о том, что мы привыкли к ПДД Нерити и бога Вайо, хотя это совершенно не Питипа, это в 1955 году Петр Андреевич Гусев поставил это ПДД. У нас все, что классическое, это все Питипа.
Вот. А сам-то балет поставлен в 1889 году, потом возобновлялся в 909-м Николаем Легат, потом в 26-м для Алексея Ермолаева, вот эта знаменитая фотография. И все. Чтобы характер донести до нас, ваших персонажей, то, конечно, хочется, чтобы технически вы больше окрепли, потому что Нуриддин, он настолько смелый, понимаете, он отказаться от невесты, тем более это такие, можно сказать, межполитические взаимоотношения, ради Нерити, которую он увидел и пленился красотой. Поэтому я хочу увидеть в вас вот это вот какой-то такой огонь. А, к сожалению, да, ни уверенности, ни огня не было, потому что вы были сконцентрированы на исполнении технических элементов. Ну и тоже хотелось бы, да, чтобы ноги были аккуратные. Мне кажется, вам мешала именно техника сегодня. Вот так. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Итак, время оценок. Диана, для начала оценка Харуки Ямаде. 7. Спасибо. С плюсом. Алексей? 7. Фарух? Да, вот мы тоже между 7 и 8, но, наверное, все-таки 7 с плюсом, как Диана. Денис? Поставлю 7. Спасибо большое. И баллы партнеру Эрдему Сандакову. Диана? 7. Фарух? 7. Алексей? 6. Денис? 7. Спасибо. Итоговый балл Харуки Ямада 28 баллов. Спасибо большое. И Эрдем Сандаков получает 27 баллов. Огромное спасибо. Спасибо, друзья. До встречи. Аригато гозаймаш. Я сама пока не знаю, как надо танцевать это номер «Падеде из талисман», да? Ну, потому что сейчас, кроме нас, никто не танцует, Просто поэтому... записей нету, Да. приходится самому искать. Сами надо все искать, и надо попробовать образы, ощущения, атмосферу, поэтому все правильно, и еще дальше надо искать и попробовать, стараться надо. Пожалуй, самая любимая балетная сказка всех времен и народов – это «Золушка» на волшебную музыку Сергея Прокофьева. В нашем проекте «Адажио» из «Золушки» будут исполнять солисты Государственного театра оперы и балета Республики Коми Анастасия Лебедик и Ренат Бикмухаметов. Вот так, хотя бы, да? Почему так заваливаешься сильно? Ну-ка, как у нас получается сейчас? Ренат потрясающий партнер. Он танцевал на премьере «Принца» в премьерном спектакле. Настя только тогда учила эту партию, но она, конечно, абсолютная Золушка. Тяжело нам, возможно, пока еще максимально передать, что мы именно чувствуем. Между нами мало еще такого, как сказать, привязанности и контакта. Принц и Золушка, мужчина и женщина – это, конечно же, высокие поддержки. Мужчина – герой, который носит свою возлюбленную на руках. И поэтому, конечно, я мудрила там. У нас есть поддержка там на плечо. Из плеча, получается, я выворачиваю, и вот она такая необычная. Она у нас не получалась сразу. Ну, вообще не получалось. Мы даже не понимали, как, за что браться. Да. Но мы просто пробовали, и начало получаться.
Анастасия, Ренат, спасибо вам большое. Ваши эмоции, ваши глаза, ваши руки, Анастасия, ваша прямая спинка, Ренат, мне говорила о том, что это влюбленная пара. Действительно, вы были очень трогательны. Поздравляю вас с выступлением. Спасибо. Ренат, у меня к вам вопрос. Я знаю, что вашей дочери 6 лет. Приходила она на спектакль? Смотрела она вас в этом спектакле? Именно на этот спектакль она не приходила, но она была в театре уже, ходит. А вы знаете, у меня тоже есть дети, и они все приходят ко мне на спектакль, и с удовольствием смотрят и не засыпают, самое главное, на спектакле. Моя дочь впервые меня увидела, когда ей было 2 года и 3 месяца. Это был балет «Жизель». Но сейчас не об этом. Анастасия, вы говорили, что вы любите пересматривать записи Екатерины Максимовой. А вы смотрели «Золушку» в ее исполнении? Да, видела. И я когда смотрела, я пыталась на себя перенести какие-то эмоции, но мне кажется, над этим нужно очень долго работать, чтобы попытаться что-то воплотить похожее. Спасибо вам большое, спасибо. Но теперь мы перейдем к нашему жюри. Фарух, пожалуйста, вам слово. Столько уже поставлено адажу, спектаклей «Золушка», что уже можно растеряться. Но сегодня, я так понимаю, новая версия госпожи Рышкиной. Версия непростая. Артисты, в принципе, справились, хотя есть какие-то, технические недочеты были определенные. Но, тем не менее, в принципе, исполнение было достойно. Спасибо. Диана. Спасибо. Ну, что хочу сказать, конечно, милые, трогательные, прекрасные, юные, но если у нас тема классика, неоклассика, я совершенно хотела увидеть или классические шедевры, или неоклассика. Это для меня Робинс, Баланчин или уже признанные живые неоклассические хореографы, хотя бы такие, как Ратманский, Посохов, Кристофер Вилден. Безумно красивая музыка Прокофьева, гениальная, да, но больше мне нечего сказать. Алексей, что скажете вы про мастерство наших ребят? Неоклассика это может быть и новая, и заново специально сочиненная для этого конкурса вещь. То есть она может быть не только признанной, да, я не знаю, Баланчин, Робинс или Ратманский, но это, главное, что это в стиль. То есть это пуанты, это основа, все равно классический танец. Здесь, скорее всего, мне кажется, что ребятам немножко не хватает именно где-то не хватает формы, где-то не хватает технических вещей. Поэтому это немножко стопорит и мешает также и восприятию жюри. Но я так понимаю, что вы находитесь в процессе, вы работаете, вы действительно молодые. Это очень подкупает и трогает, что вы делаете на все 100 и стараетесь, и, я не знаю, есть куда стремиться, и развиваетесь, и растете, и поэтому молодцы. Спасибо. Спасибо. Денис. Анастасия, посмотри, ты красивая девушка. Это Золушка, это любовный дуэт, это Прокофьев. Что стоит тебе не быть отстраненной? Нельзя танцевать бессмысленно. Мы можем говорить долго о хореографии, кому-то нравится, кому-то не нравится, но тем не менее она есть, и она насыщенная. И каждый жест, каждая поддержка, она имеет смысл. Пожалуйста. Денис, но все-таки были моменты очень трогательные. Да, и когда Нет, пара друг на конечно. друга смотрела влюбленным взглядом, и была и нежность, и трогательность. Я это как профессионал видел, что это было больше внутри, а зрители, они... Не прощают. Да, есть оркестровая яма, и они этого не увидят. Ребят, для этого есть зеркало. Мы с 10 лет смотрим на себя в зеркало, чтобы быть лучше. Спасибо вам большое, спасибо многоуважаемому жюри. Ну, а теперь мы перейдем к оценкам. Оценки Анастасии Лебедь. Диана. 6. Алексей. 6. Фарух. 7. Денис. Я поставлю 7. А теперь мы должны оценить выступление Рената Бекмухаметова. Фарух, пожалуйста, вам слово. 7. Денис. Я также поставлю 7. Спасибо. Диана. 6.
Алексей. 6. Анастасия Лебедик получает 26 баллов. Ринат Бикмухаметов получает 26 баллов. Спасибо большое, ребят. До встречи. Спасибо. Поздравляем. Ой, жалко пару, да. Но вы же понимаете, в искусстве жалость – это самое последнее, что может быть. Нечеловечески жалко, непрофессионально. Да, да. Не бежите, не идете. Чего вы такие расстроенные? Объясните. Настя даже не могла вымолвить, что у тебя премьера. Ничего. Ну как, спрашивают, сколько ты готовил, а? Я старался. Старался изо всех сил. Но я думаю, что-то получилось, что-то не получилось. Лично я получила удовольствие от того, что я вышла на сцену, танцевала, но от того, насколько я качественно проделала эту работу, не могу сказать, что удовлетворена. Все мы помним замечательное ПДД, которым заканчивается балет «Щелкунчик». Маша и принц счастливы. Зло повержено, добро победило. Сейчас у нас будет возможность продолжить сказочную тему и увидеть замечательный фрагмент из всеми любимого спектакля в исполнении солистов Саратовского оперного театра Кристины Кочетовой и Алексея Михеева. Делаешь вот так, и вот потом выравниваешься только на поддержке. Давай смелее, да. Все! Все! ПДД из балета «Щелкунчик», знаменитая классическая, но в другой редакции. Поставлена в декабре, и немного он еще не вошел в тело. Я больше работала с ними над точными положениями корпуса, точными положениями головы, рук, потому что это академический танец, он этого требует. Ну вот и все. Ну вот и все. С этой хореографией нам пришлось побороться, мы до сих пор боремся на самом деле. Ребята справляются со всеми поддержками, они выполняют все сложные элементы, достаточно легко им это дается. Бравурная музыка вот эта вот, и вот Эмоциональная на большой, такая. да, акцент вот этот вот прям. На поддержке. Сделать большую поддержку, и все. Вот мурашки, которые ты испытываешь от рассказа. Представляете, что я испытываю там. То есть это дикий прилив адреналина.
Ребят, поздравляю вас и спасибо огромное. Вы подарили такой настоящий новогодний праздник. Мы вспомнили детство, музыка, елка. Как-то вот все было так сказочно красиво. Ах, Петр Ильич Чайковский. Гениальный Петр Ильич Чайковский. Алексей, вас сегодня жюри не оценивает. Но сегодняшнее выступление, как вы его оцениваете? Ну, какие-то были проблемы, сложности? Были. Сегодня тяжело, честно. Хореография этого спектакля для нас новая. Мы только в декабре его поставили. И нам пока дается тяжело. Мы не можем к ней привыкнуть. Именно вот душевными какими-то. Неудобные движения для вас? Нет, все удобно. Бывает неудобные. Вроде Всё бы классика, удобно, при этом но неудобные движения. Мы не можем, вот какой-то стоит блок, мы не можем его перешагнуть, переломить, для того, чтобы быть уверенными. Вы другую редакцию танцевали, Щелкунчик? Да, мы танцуем. И, видимо, просто на эту же музыку совершенно другие движения вам Вайнонен, он непривычны. родной, он свой. Конечно. Он, ну, как ты уже не задумываешься о том, что ты делаешь. Ты хочешь подарить людям сказку и там адреналин, драйв, другой совсем. То есть в этой редакции вы не чувствуете себя, как говорится, уверенно и, как Да, говорится, немножко есть такое. как не в своей тарелке немножко. А зачем же вы выбрали это ПДД для сегодняшнего вечера? Для меня, потому что я наслаждался вашим ПДД. Спасибо вам большое. Диана,
Видно, что вы все равно станцованная пара. Было приятно на вас смотреть. И мне показалось немножко технически важно, когда делаешь постановщик, хореограф поставил там количество горгуядов, я не знаю, сколько там, 7 их или вариаций. И их надо расцветить, потому что когда ты исполняешь просто как упражнение, мне кажется, что мы уже находимся просто в балетном зале, а мы все-таки зрители, а ты на сцене. Или круг, да, музыкально он должен быть исполнен в темпе, напористо, уверенно, не хватает какого-то сил, темпа и четкости исполнения. А так, в принципе, спасибо за новогоднее настроение. Спасибо большое, Диана. Алексей, ваше мнение? Мне вообще понравилось, как Кристина станцевала. Мне приятно на вас было смотреть, и есть чем петь, поэтому спасибо. Спасибо. Денис, пожалуйста, твое мнение. Кристина, в первой программе, когда вы показывали номер, я помню, что вот это такое злое лицо, вот эти кисть перебирала. Сегодня ты абсолютно другая, и вообще мне понравилось, как ты выступала на самом деле. И с поддержкой в первой арабеск руку-то не там где-то взял, поэтому и завалилась. Вода же, к чему была эта ткань? Кусочек, который шарф или что это улетел? Что это? Скажите. Каждый зритель для себя сам должен прекрасное объяснение. Но я вообще подтекст какой-то, что вот они улетели. Нет, это не к вам как бы какие-то претензии, наверное, скорее к хореографу, потому что, если честно, она не сыграла, потому что я не понял, к чему это. Денис, все. в общем, ты не поедешь в Саратов танцевать. Я поеду, Светлана, с вами, с Дианой, я поеду куда угодно танцевать. Мы уже договорились. Только пригласите. Мы же пригласили в первый раз, и каждый раз можем... Давайте каждый раз приглашайте. Спасибо вам, ребята. Ребят, спасибо большое. Честно, мне очень понравилось, на самом деле. В общем, это было красиво. Спасибо. Спасибо, Денис. Фарух. Когда я услышал артиста господина Михеева, Алексея, о том, что сложно танцевать эту постановку, но сложность в том, что если господин Симонов делает свою постановку и свою редакцию, она кардинально должна отличаться. И поэтому я, в принципе, видел мучения людей. Мои апелляции не к артистам. Они исполняли так, как могли. Я не могу сказать, что это было хорошее исполнение. Это было более-менее приличное исполнение. Там очень много было грязи в ногах. Это отдельный разговор. Но это вопрос, конечно, опять же, к хореографии. Спасибо вам огромное. Ну а теперь мы ждем оценок для Кристины Кочетовой. Диана, пожалуйста. 7. Алексей. 7. Спасибо. Денис. А я 8 поставлю. Фарух, пожалуйста. 7. Спасибо. Спасибо. Кристина Кочетова, 29 баллов. Ребята, спасибо вам большое. Спасибо. До следующих встреч. Поздравляем, спасибо. Она нормальная, она действительно солистка, все. Знаешь, у нее такая внешность специфическая. Да. И это подкупает. Живые? Как ощущения? Не знаю. Я виноват же партнер. Все правильно. Спокойно. Виноват у нас всегда партнер. Так учат в наших школах. Ну, ничего страшного. Зато были эмоции, были позы. Ну, это сложные поддержки. Хотя, ребят, я не ожидала, что... Я не ожидала. Вот тут я вообще не ждала. Вот именно тут не ждала. Я думала, взлетит и полетит. Все до этого момента шло очень хорошо. Конечно, я расстроена, что не получились эти поддержки, которые всегда у ребят были легко, свободно. И они парили. Кристина в воздух вспархивала очень легко. И, конечно, для меня... Я закрыла глаза, уши, мне стало очень плохо. Но я видела, что они не спасовали, смело продолжили дальше. Я бы, наверное, я не знаю... У меня могли бы подкоситься ноги, и я бы вообще не смогла дальше продолжить танцевать. Ну, Кристина молодец, Леша молодец. Собрались и довели ПДД до конца, и я считаю, что достойно. Еще одна история любви.
Китайская танцовщица Тао Хуа ценой собственной жизни предотвращает убийство советского капитана. Действие балета «Красный маг» на музыку Рингольда Глиера разворачивается в начале прошлого века в портовых кабаках. Балет был поставлен на сцене Большого театра в 1927 году. А первым, кто переосмыслил и заново поставил спектакль, уже в наше время стал великий Владимир Васильев. В новой постановке перед ним стояла сложная задача – переложить советский сюжет на понятный современному зрителю язык. Премьера состоялась ровно 10 лет назад в Красноярском театре оперы и балета. И сегодня адажио из той самой версии «Красного мака» исполнят наши конкурсанты Анна Федосова и Марчелло Пеллинцони. Ты сам почувствуешь, что она к тебе прильнула, к руке к твоей, да? Что ты для нее значишь, ты сейчас вот должен осознать вот это вот. Любовь – это то, что двигает солнце и другие звезды. «L'amor che muove il sole e le altre stelle». Это последняя строчка божественной комедии. Любовь изображать, наверное, легче всего в балете. Он странно делает. Он сначала руки вытягивает по ней, потом прильнул. А можно с телом к ней прижаться. Ну, Марчи, ну что ты? Никогда не обнимал девушек. Это вообще спектакль идет только у нас в театре. Спектакль поставил Васильев. Вот он же все танцевал с Екатериной Максимовой и носил ее на одной руке. У него задумка была такая: взять, поднять балерину на руки и всю адажио проносить ее по сцене. Верховые поддержки на одну руку есть. Нужно все осознанно делать, чтобы не боялась партнерша. Ну, для меня самый интересный стульчик, потому что я никогда еще до этого не делала. Редкий балет. Давно его не было. Нам повезло, что мы можем это показать. Это тоже классика.
Анна, Марчелло, это было прекрасно. Спасибо вам за ваш шикарный номер. Это было очень нежно, трогательно. Мы почувствовали ваши отношения друг к другу. Невероятно. Спасибо, поздравляю вас. Спасибо большое. Спасибо. Да, Марчелло, в 14 лет ты увидел в Большом театре балет Васильева «Анюта». А вот у вас этот спектакль ставил Владимир Викторович. Да. Скажи, ты мечтал когда-нибудь, что ты встретишься с Владимиром Викторовичем, что ты, возможно, сможешь с ним поработать? Он даст тебе какие-то замечания, какие-то пожелания? Конечно, да, мечтал. Это же легенда балета. И «Анюта» как раз это был первый балет, который я видел в Большом театре, когда только приехал. И сильно впечатлило, как вы сказали. И на самом деле не думал, что в будущем я буду работать в одном из его балетов, если честно. Но для меня это большая честь, конечно. Я знаю, что Владимир Викторович очень любит работать над своими постановками и часто приезжает в театре, когда идет возобновление его балетов. Вам удалось с ним поработать? К сожалению, мы не могли с ним работать вместе в зале, но мы отправили видео, он все смотрел, мы с ним поговорили по телефону, и он нам все объяснял, как правильно делать, какие эмоции должны быть, как правильно музыкально. Анна, вопрос к вам. У вас прекрасный костюм, очень красивый. Как вы себя чувствуете в партии роковой, самоотверженной китайской танцовщицы? Ну, я не роковая, я нежная. Вообще, китаянки в то время были практически собственностью мужчин. И она не роковая, отверженная, но она нежная, ранимая. И все, что происходило на сцене, это сейчас адажио, это адажио из сна, где она наконец-то может быть человеком, которого любит. И поэтому она открывает ему свое сердце, поэтому она такая раскрепощенная в адажио. Сейчас давайте послушаем мнение жюри. Алексей, пожалуйста. Все, что задумано автором, я как раз увидел в вашем дуэте. В первой программе мне показалось, Аня, что вы так немножко эмоционально зажаты, но вот здесь вы прямо раскрылись. И я считаю, что вы прекрасно станцевали этот дуэт. Тао Хоа, она не видела никогда в своей жизни такого отношения, которое она увидела от вот этого капитана, который за нее заступился, который вообще увидел первый раз в ее жизни в ней человека. Поэтому, конечно же, ваша героиня ответила ему всей душой, раскрылась всем сердцем и отдала за него жизнь. Мне кажется, единственное только вот, ну это уже такой момент, тоже его легко поправить. Если у Ани и эмоционально и пластически я видел вот эту всю ее любовь и нежность и благодарность. У вас это скорее было эмоционально. Пластически можно было как партнеру, например, у вас есть Алянже, она делает андедан, быстрее, динамичнее подхватить или еще вот, то есть какие-то изменения ритма, изменения темпа можно было выразить более такое вот отношение. То есть, ну, над этим еще нужно поработать, но в целом я считаю, что вы очень хорошо станцевали этот дуэт. Я вас поздравляю. Вы были убедительны, красивые, музыкальные. Молодцы. Спасибо, Алексей. Спасибо. Фарух, ваше мнение? Лаконично, пластично, очень подходят костюмы. И пара действительно очень красивая. Анна сегодня раскрылась совершенно по-другому, эмоционально. Марчелло бы я посоветовал быть аккуратным при опускании партнерши на землю. То есть балерина — это все, это сокровище, пока она в твоих руках. Твое исполнение мне сегодня, в принципе, убедило. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Денис, пожалуйста. Я хочу вас поздравить. По поводу Анны я хочу сказать, что для меня и в прошлый раз ты произвела впечатление на меня эмоционально. Вот, я видел сегодня очень большую искренность. Я соглашусь с Фарухом, что поддержки Марчелло действительно, они были неплохие, но они были не совсем чисто сделаны. Не так чисто, как хотелось бы. Поэтому это претензии к тебе. Ребята, я вас поздравляю, это было очень красиво. Спасибо большое, Денис. Диана.
Красивая, гармоничная пара. От Анны было не оторвать глаз. Но вспоминаешь «Красный маг», вспоминаешь, конечно, прежде всего фотографии Лепешинской, Улановой. Это не дошло в видеозаписях. Вот. И, конечно, это актерская игра, широта мазков того, как это танцевали раньше. Наверное, тоже в этой хореографии это все присутствует. Это было очень приятно видеть вас. Поэтому ждем дальнейших ваших откровений для нас. Спасибо. А сейчас мы переходим к оценкам. Баллы для Анны Федосовой. Диана. 9. Алексей. 9. Фарух. 10. Денис. 9. Спасибо большое. Ну а теперь оценки. Марчелло Пеллинцони. Алексей. 8. Диана. 8 с плюсом. Давайте 9 тогда уж. Да. 8 с плюсом. Давайте 9. Денис. 8. Фарух. 9. Итоговый балл Анны Федосовой 37. Итоговый балл Марчелло Пеллинцони 33 балла. Анна Марчелло, мы вас ждем с нетерпением в следующем туре и с новой программой. Спасибо вам большое. Поздравляем. Спасибо. Молодцы. Молодцы. Можно сказать. Ну, конечно, мы не идеально станцевали, по ощущениям. Я очень... Не, я не расстроен. Зачем расстраиваться? Мне только 20 лет, я думаю, что все это можно преодолеть, и надо дальше работать лучше. И я думаю, что это только начало. Мы постарались, конечно, больше всего не технические вещи, верховые поддержки делать, а этот номер любовный дуэт «Адажо». И надо было показывать эмоции прежде всего. Что такое балет «Корсар»? Это захватывающая история из жизни пиратов. Классический сюжет, который не менялся с 1856 года. Опасность и любовь, интриги и приключения. Это спектакль, который всегда смотрится на одном дыхании. Наши следующие участники Елизавета Корнеева и Иван Негробов из Воронежского театра оперы и балета сегодня исполнят «Подыскляв» из балета «Корсар» на музыку Петра Альденбургского и Рикардо Дриго. Ты делаешь вот так и грудью там, а хочется, чтобы ты был здесь, вот для вас. То есть этот нос для вас. Я невольник, которому господин мой сказал продать вот эту вот красивую девушку. Я вообще в торговле плохо разбираюсь. Изначально я не хотела, чтобы меня продавали, но потом я увидела перспективу, так скажем, что я попаду во дворец. И в конце я уже хочу. Каждый палец, каждый взгляд, каждая позиция, которая должна требоваться по канонам классического танца. Ребята искренне работали, и мне кажется, что им было это очень интересно. Это, наверное, самое тяжелое ПДД, которое я танцевал, потому что оно очень травмоопасно. Поэтому я как узнал, что буду танцевать это ПДД, я вообще был не уверен, что дойду до сюда. Очень хотелось показать ребят разнопланово, их большие возможности. Она такая красивая, смотрите на нее, я предлагаю ее вам. А я все время смущаюсь, как бы без слов.
Ребят, я вас искренне поздравляю. Вы очень артистичные, харизматичные и очень красивая пара. Спасибо. Ребят, вы такие легкие, такие полетные. Поздравляем Спасибо. вас. Поздравляем. Иван, ну, пока вы дышите, я хочу отвлечь вас от профессиональных обязанностей и спросить немножко совершенно о другом. Скажите, у вас есть какое-то хобби? Вы чем-то еще увлекаетесь? Я достаточно разносторонний человек, и отдыхать от работы, от танца, я могу чем угодно, начиная компьютерными играми, заканчивая ремонтом. За время пандемии я сделал ремонт на даче. А музыку слушаете? Да. Какую? А я меломан. Могу все, что угодно слушать почти. Оперу 100%. И оперу тоже. Молодец. Какая ваша любимая опера? «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского. И она тоже. Здорово. Спасибо. Елизавета, ваша бабушка работает в том же театре, где вы служите. Я уверен, что она приходит на все ваши выступления. Безусловно, она присутствует на всех моих спектаклях, так как она работает в зрительском зале. Она, бывает, задает очень правильные вопросы по образу. Говорит, где, например, ей очень понравился, так как я вжилась в образ. Или же наоборот, она говорит, что здесь бы хотелось от тебя лишь больше. То есть вы прислушиваетесь к ее советам? Да, безусловно. Здорово. А вот как вы думаете, сегодня, что бы она сказала после вашего выступления? Но думаю, в плане технических каких-то ошибок она бы мне Но она бы ничего сказала, так... что ты сегодня была в образе, точно. Я полностью согласен. Я думаю, что сейчас нам жюри как раз это и подтвердит. Диана, пожалуйста. Не могу сказать, что вам по амплуа я бы, например, скорее всего, Елизавете дала бы Мидору. И Корсара бы дала Ивану. Вы танцуете этот спектакль, да, полностью? Да, мы танцуем. И Конрада Иван танцует, и я Мидора тоже. А почему выбрали не Конрада и Мидору? Ну, нам показалось, что это ПДД очень интересное. Решили вот это показать. Меня никто не спрашивал. Что я хочу сказать, Елизавета, сейчас очень много редакций в мире появляется именно в стилистике прошлых поколений лет. И вот вы очень подходите к этому. И вот в редакции Бурлаки, в редакции Ратманского, они вам бы очень идут и очень бы пошли, если вы будете встречаться с этими редакциями. Есть какие-то погрешности, да, особенно манеж, круг, да, куда-то неправильно распределяете взгляд, да, и немножко будто потерялись, может быть, ориентация с софитами, с этой площадкой связана. Ну и вообще так с верчением надо покрепче поработать. А у Ивана какое-то маниакальное ощущение работы на жюри. Хотелось бы, чтобы даже, это, пусть оно будет, может быть, поменьше маниакально, но чтобы оно работало на аудиторию зала и ярусов. Ну, поздравляю вас и спасибо. Спасибо, Диана. большое. Фарух, вам слово. Достойно ребята станцевали сегодня. Если Иван огонь, то Елизавета лед. Так я вижу, воспринимаю ее отношение, состояние на сцене. Довольно редкое качество, которое я встречал у французских балерин. Отстраненность и некоторая холодность. Такое ощущение создавалось всегда, что они не зависят от мнения публики. Она балерина такого плана. На мой взгляд, довольно редкое явление сейчас. Иван прекрасно справился и с адебасками, и с поджатыми ногами. Единственное, правильно Дина сказала, нельзя никогда апеллировать к публике. Всегда надо держать дистанцию. Можно в зал смотреть по-разному, но заигрывать никогда. Ты только потеряешь на этом. Не заигрывай. Поздравляю. Спасибо большое. Денис. Ребят, Денис, ты же поздравляю. станцевал несколько партий. Я в вам «Корсаре». скажу больше, это «Подыскля» в балете «Корсар» — это первая моя вообще такая сольная партия. Я вас хочу поздравить. Я долго тоже пытался понять, что мне в тебе нравится, в том поведении на сцене. Вот Фарух абсолютно правильно охарактеризовал. Я тоже танцевал с французскими балеринами, наверное, что-то такое похожее есть. Вот, Иван, по поводу тебя. Смотри, первая часть вариации. Какое ключевое движение? Ассамблея. Правильно. Так а где ассамблея? Понимаешь, о чем я говорю? Она должна быть большой, высокой, нужно забросить ногу, прыгнуть, сесть в гран-при, а потом уже сделать все остальное. Но ключевой именно ассамблея. Запомни, всегда в танцах есть основные движения, а есть второстепенные.
Я вас поздравляю, работайте. И я забыл в прошлый раз спросить, хочу сейчас спросить, папа, легко работать? Ага. Тяжело, Нет. наверное? Да, тяжело. Тяжело, конечно. Ну, удачи. Спасибо. Спасибо, Денис. большое. Алексей, Вы знаете, мне вот добавить действительно нечего. Здесь все уже высказались, давайте к оценкам перейдем. Алексей, ты точно знаешь, что такое подыскляв? Ильдар у меня я знаю, что спросил, но я не такое смогла подыскляв. ответить. Это очень интересное слово, Пос- подыскляв. По-французски эскляв — это раб. То есть это танец с рабыней, он ее продает, он ее пытается продать. Поэтому вот. Спасибо. Спасибо большое. Переходим к оценкам. Оценка для Елизаветы Корнеевой. Алексей, пожалуйста. 8. Спасибо. Фарук, пожалуйста. 10. Спасибо. Диана. 9. Спасибо. Денис. 8. Спасибо. Оценки для Ивана Негробова. 8. Спасибо. Фарук. 8. Диана. 8. Денис. И я тоже 8. Итак, Елизавета Корнеева получает 35 баллов. Спасибо. Оценка Ивана Негробова 32 балла. Спасибо. Поздравляем искренне, ребят. Поздравляем, С спасибо вам нетерпением огромное. ждем вас. Спасибо большое. Ребята, вы это сделали, молодцы. Молодцы, мы вам гордимся. Французская балерина. Вань, да, с премьерой. Молодцы, молодцы, молодцы. Я вас поздравляю. Я думаю, что мы получили удовольствие, по крайней мере, постарались его получить. Да, Мы безусловно, постарались да. танцевать с душой, вжиться в данный образ, чтобы нам поверили. Думаю, все хорошо знают и помнят, что в балете «Дон Кихот» сам Дон Кихот не главный персонаж. Сюжет строится на любовной истории Китры и Базиля, а благородный рыцарь лишь помогает паре любящих сердец воссоединиться. Так получилось, что в следующем дуэте из театра «Урал-опера-балет» у нас тоже есть преданный помощник. Очаровательная Елена Шарипова участвует в проекте вне конкурса, поддерживает своего партнера Арсентия Лазарева. Делаешь ты ее, да? И ям. Так, ею сразу за бедра схвачу. Дон Кихот вообще одно из самых сложных ПДД в классическом танце. Из 10, наверное, это 10 по сложности. Мне кажется, Дон Кихот один из самых ярких балетов в Испании. Весело и задорно. Надо танцевать так, чтобы на тебя было интересно смотреть. Человек должен танцевать с энергией и то, что мне хочется видеть в Арсентии. Поначалу, когда я пришел в театр, трудно было вообще что-то выдавить, выжать вот эту вот напористость, энергичность, резкость, эмоцию какую-то. Наш театр возобновил истоки этого спектакля, который был поставлен в 1800 году в Большом театре. Костюмы, все по эскизам, которые были в то время. У меня в этом ПДД все движения любимые, особенно поклон в конце исполнения.
Алена, Арсентий, сегодня было совершенно другое выступление. Артистично, динамично, искрометно. И очень много выкрутились. У меня голова закружилась. Алена, скажите, вот как так получилось, что ваш супруг тренер по лыжным гонкам, а вы балерина? То есть вас что-то объединяет, вы находите в этом что-то общее? В плане тренировок, в плане Вы восстановления. вместе тренируетесь? Можем тренироваться, бегать вместе, да. Мой муж меня научил выносливости. Раньше я очень невыносливая была. И он меня заставил бегать, научил это делать как правильно. И я чувствую, что я намного выносливее стала после этого. Переходим к нашему уважаемому жюри. Денис, пожалуйста, вам слово. Вы знаете, на протяжении всего вечера я вот Алексею говорю, когда же меня первого? Первый всегда много говорит. И мне так хотелось выговориться, потому что я в конце был, и уже сказать было нечего. Теперь у меня есть возможность, так что держитесь. Начнем с того, что, Алена, вы такая красивая. Спасибо. Такое благородство, украшение и помощь вашему партнеру. Так как я могу громко сказать, что являюсь заслуженным Базилием Мариинского театра, или вообще Базилием, я бы с удовольствием бы станцевал с такой балериной. Честно, спасибо вам большое. Спасибо большое. По поводу тебя, мой друг. Но скажу честно, дело даже не в том, что что-то не вышло. Ты должен делать в этой партии намного больше, намного выше и чище все. В первую очередь определять для себя правильные ракурсы. У каждого есть свои недостатки, и профессионал тот, кто умеет их скрывать в первую очередь и приумножать свои достоинства. Если ты не приумножишь все, что ты сегодня делал, ни вращение, ни свой прыжок, то тогда будет неинтересно на тебя смотреть на сцене. Понимаешь? Спасибо. Диана. Конечно, сидеть в обрамлении лучших Базилий тяжело судить тебя, Арсентий. Да. И, конечно, мы ждали мощного финала. Повержены мы должны быть. К сожалению, не получилось праздника. Лично для меня. Спасибо. Спасибо, Диана. Алексей. В балете, конечно же, прежде всего техника важна, но есть эстетика. И мне кажется, вот этому моменту меньше всего уделили внимания. Балет — это эстетика, это все-таки не спорт. Сейчас очень много пришло в балет из спорта, но беря из спорта, мы не должны забывать, что прежде всего это искусство. Ну и там, понятно, технически, может быть, это площадка сложная, но гранд-пируэт тоже неправильно. Вы берете, пропускаете точку, садитесь спиной, поэтому, к сожалению, праздника не случилось. Спасибо. Третий акт, знаменитое ПДД, для меня всегда был и остается эталонным исполнением Фаруха Рузиматова. Фарух, ваше мнение, пожалуйста. Знаете, мне показалось, что Алена, которая, в принципе, отказалась как бы продолжить в качестве участника, и на данный момент она не обременена тяжестью критики, как выразился их художественный руководитель. И мне казалось, что она поддержит сегодня партнера. Но она мало того, что не поддержала, она просто провалила его. Это касается Адажио. Ты должна была взять и завести его. Для меня этого не было, и он просил. От балерины зависит все. Когда рядом со мной были... А это на счастье. Так давайте бить стаканы. Эмоции были такие, и неважно Мы уже видим, было... какие были эмоции. Чисто я танцевал или не чисто. Брызги летели все время. Все это хорошо, господа, но слава богу, что есть еще впереди выступление. И, пожалуйста, Алена и Арсентий, доверяйте друг другу, смотрите в глаза. Это очень важно, это поможет. Удачи на будущее. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Ну, а теперь оценки Арсентию Лазареву. Хочу напомнить, что Алена Шарипова выступает вне конкурса. Диана, ваша оценка Арсентию Лазареву. Трудно так завершать сегодняшний день, но, к сожалению, 6. Спасибо. Алексей. 6. Спасибо. Фарух. 7. Денис. 6. За свое выступление Арсентий Лазарев получает 25 баллов. Спасибо. Привет, поздравляю. Поздравляю, молодец.
Поздравляю. Как, живы? Как нога? Побаливает? Идет, да. Ничего. Молодцы, неплохо. Жалко, и концовку вариации сорвал. Всегда было стабильно. Только что свет помешал. Очень свет убился, ассистентов не было на репетиции. Очень сложно было выступать последним, наверное. Переволновались, пересидели и, конечно, перегрелись. Да. Ну, обидно, конечно. Наш ПДД, мне кажется, всегда мы танцевали, репетировали в полную мощь, и никаких сильных косяков. Вода же не было, и что-то сложилось Всякое и так. бывает, да. Я думаю, мы соберемся и на следующей программе покажем, что мы можем. Просто, да, было много очень каких-то помарок, и мы очень скованно себя ощущали, наверное, из-за этого не могли полностью раскрыться в дуэте. Проще сказать, мы, наверное, все-таки переволновались. ПДД сложное и, наверное, одно из самых Градус сложных. ответственности был очень высокий, вот мы, наверное, не выдержали. Настало время взглянуть на турнирную таблицу и узнать, как сегодня распределились места между участниками проекта «Большой балет». Измерить градус эмоций, вложенных в каждый номер, подсчитать количество изношенных пар пуантов, оценить пролитый пот и слезы, безусловно, очень сложно. Танцовщики ждут вашей любви и поддержки ничуть не меньше высоких оценок нашего прекрасного жюри. Совсем скоро проект «Большой балет» снова соберет на одной сцене танцовщиков со всей России. В следующей программе нас ждут сольные выступления участников. До встречи на телеканале «Россия. Культура» в «Большом балете».